Пластиковый корпус, сканер отпечатка пальцев в кнопке Home. 83% лицевой поверхности заняты экраном, что привычно для бюджетника. Мини-джек, стереодинамики, есть уплотнительная резинка на салазках для карты памяти и симки. NFC-чипа у меня в телефоне нет. В России в продаже есть телефоны этой модели с модулем NFC. Рама с силуминового сплава, алюминий с кремнием, с наплавленным сверху пластиком. Процессор 662 Snapdragon, батарея на 6000 мАч. Это прямо брат-близнец Poco M3, только с лютой наценкой. Главный вопрос: за что? Сейчас расскажу. А примеры съемки видео и фото я помещу, как всегда, в конце ролика. Tube 775, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много. Все условия в описании. На данный момент разыгрывается еще 5 пар наушников и 2 комплекта триггеров, которые вам понравятся. А сегодня я расскажу вам о новом смартфоне-бюджетнике Redmi 9T. И у меня на него был один стрим со всеми тестами онлайн. Не позитивный стрим. В записи можете посмотреть его по ссылке в правом верхнем углу, но кратко я сейчас вам его перескажу с новыми тестами. Упаковка стандартна, как и комплект. Внутри комплекта защитный чехол, в котором кнопки будет нажимать нереально тяжело, но в нем есть заглушка для Type-C, чтобы не попадала влага. Скрепка для смены симок, блок зарядки на 18 Вт с кабелем, телефон и документация. Разумеется, защиты от влаги нет, ведь это ультрабюджетник. Все, кроме формы камер, просто копия M3. Да, вспышка размещается немного в другом месте. Корпус слегка интереснее, но железо прямо одинаковое. Даже блок камер такой же, исключая ширик. Единственное, в Redmi 9T появился ширик рядом с основной камерой, как вы уже заметили. Плюс, если хорошо поискать, возможно, вы еще сможете купить версию Redmi 9T с рабочим модулем NFC, но она, разумеется, будет дороже. У меня этого не получилось сделать, потому что я покупал телефон на Алиэкспрессе на старте продаж. Пока вы смотрите результаты тестов и характеристики, немного освещу основное по моим наблюдениям. Лицевая панель Xiaomi Redmi 9T представлена экраном IPS с размером диагонали 6,53 дюйма. Разрешение у него Full HD+, 2340 на 1080 пикселей. И есть каплевидная выкройка под объектив 8 мегапикселей. Вот такая здесь селфи-камера, она, конечно же, без ширика. И все бы в принципе ничего, но экран такой же блеклый, как и у Poco M3. В помещении это не особо сильно заметно, я бы даже сказал незаметно. Да и вообще, если до этого у вас не было нормального экрана, то вы не заметите разницу. Но если был, на улице грусть-печаль. Прошивка глобальная, Google сервисы все работают, кроме оплаты. Напоминаю, в моей версии аппарата нет модуля NFC, и я не видел в продаже на Алиэкспрессе версию с чипом. Возможно, она появится скоро. Хотя в магазинах она есть, и логично, что стоит он дороже. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке активации, работает как часы, даже с влажными пальцами данные считываются. У качельки регулировки громкости есть приличный люфт, слот для 2 сим-карт и карты памяти с резинкой для защиты от попадания влаги, но помним, что защиты от влаги здесь нет, это ультрабюджетник. На нижнем торце телефона все стандартно, основной динамик, вход Type-C и микрофон. На верхнем аудиоразъем, мини-джек, динамик и шумоподавляющий микрофон. Стерео есть, орет телефон громко, не раздражает, но и не поражает. Я бы сказал, что не лучшее здесь воспроизведение звука. IPS-экран плотностью пикселей 395 ppi, Gorilla Glass 5 версии, 60 Гц, графический процессор Adreno 610. Очень слабый, играть в телефон лично для меня боль. Процессор Snapdragon 662 тоже не супер, но для текущих задач интернет, мессенджеры и видео хватит вам с головой. Оперативки 4 гигабайта, памяти 64 гигабайта или 128 на выбор. И можно еще дополнительную карту памяти запихивать, соответственно, смысла брать 128 гигабайт лично я не вижу. Память типа UFS 2.1, что довольно сильно. При играх телефон почти не греется, но тормозит прилично. На данный момент 10 Android и батарея на 6000 мАч, которая садится за те же 1,5 дня. Как всегда, Xiaomi герой оптимизации со знаком минус. Зарядка на 18 Вт заряжает телефон с нуля за бодрых 2,5 часа. Да, ждать прилично. Итог. Разница между этим телефоном и Poco M3 только в наличии ультраширика и модификации с NFC, которая еще и стоит дороже. У Poco M3 нет просто одного модуля камеры по факту и все. По камере хочется добавить, что у Redmi 9 есть ночной режим для фото, как и у Poco M3. Печальные, но лучше, чем ничего. Снимать в принципе можно, примеры фото и видео вы сейчас увидите в конце. Цена на Redmi 9T по ссылке в описании к видео без распродаж и кэшбэков около $159. Но покупать его при наличии в продаже Poco M3, который на распродаже на прошлой неделе стоил $119,
материалов не особо разумно. Одно железо, разный ценник. Для примера, в группу моих скидок по ссылке в прикрепленном комментарии в Телеграме я 2 раза скидывал за прошлую неделю ссылки на Poco M3 по 9000 рублей и 9300 рублей. А месяц назад его можно было купить за 8,5. Не уверен, что Redmi 9T можно будет купить так же выгодно. Резюмирую, не советую покупать именно его. Нужен ультрабюджетник, покупайте по ультрабюджетной цене, тот же Poco M3. А если есть $180, купите тот же Poco X3 NFC на распродаже. Их часто выгружают, аппарат на 2 головы выше, обзор на него вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. И чтобы вы ориентировались, 14700 он стоил также на прошлой неделе. Подписывайтесь с лайком и колоколом, спасибо за просмотр, девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья. HD 30 FPS, утро. Еще работают фонари. Вот так примерно будет отрабатывать камера этого телефона, если вы будете снимать во время ходьбы. Стабилизация минимальная, звук пишет более-менее, но в целом, кстати, даже с автофокусом неплохо. Да, реально довольно быстро справляется с изменением фокуса. Но с цветами, конечно, беда. И с лагами. То есть изображение подтормаживает. Тест камеры у Redmi 9T в Меге. Да, это икеевская радость. Это кафешки. И если снимать с двух рук аккуратно, смотрим. Сейчас я стараюсь снимать хорошо. Справа играет музыка. Не знаю, как работает микрофон, но при данном освещении сейчас утро, как вы видите, рассеянный свет, Петербург, Мегапарнас, более-менее снимают это дело все нормально, но все относительно. Так, а интересно, можно ли развернуть? Нет, развернуть нельзя в онлайне. Вот так снимает фронталка, если снимать с руки в той же Меге Парнас. Напоминаю, что это Redmi 9T. Вот так, если снимать чай в Икее, будет снимать ваша камера. Серьезно? Я это оставлю. Вот так снимать, если рядом с вами находится ваш родственник. Пример для видео. А вот так он будет записывать в Икее с хорошим освещением. Они же хотят продать, поэтому они все хорошо освещают. Это тест видео при хорошем освещении, съемка против солнца. Вот сейчас солнце позади меня. Допустим, увеличение угла здания до X получается 6 на видео. Но если снимать не со штатива, то вообще бредовая картинка, конечно. Если в нуле, то более-менее